Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной голубцы из молодой капусты. Запекать голубцы я буду в духовке под томатно-сметанной заливкой. Я поделюсь с вами своим секретом, как сделать фарш для голубцов ароматным и сочным. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а мы начнем готовить. В первую очередь нужно отварить рис. Промываю его, заливаю водой, добавляю немного соли и отправляю на плиту. Варю до полуготовности риса примерно 7 минут. Затем даю рису остыть и подготовлю фарш. Для фарша я взяла одинаковое количество говядины и свинины. Говядину я зачистила от пленок и жил. На кусочке свинины есть немного жирка, это очень хорошо. Нарезаю мясо небольшими кусочками. Кроме лука, в фарш для голубцов я всегда добавляю черешки сельдерея, которые также прокручиваю на мясорубке. Сельдерей дает необыкновенный аромат и прекрасно сочетается с капустой. И второй необычный ингредиент для фарша на голубцы – это сладкий перец. У меня сегодня он оранжевого цвета, но главное, что он очень ароматный и мясистый, что также придает вкус готовому блюду. Кроме вкуса и сельдерей, и перец добавляют фаршу сочности. Перекручиваю мясо на мясорубке, добавляю к нему лук, сельдерей и перец. Я делюсь с вами своим рецептом, и если вы так никогда не готовили, то я вам советую хоть раз попробовать. Если вы не любите аромат и вкус сельдерея или не можете есть сладкий перец, то, конечно же, не добавляйте. А что вы добавляете для вкуса в фарш для голубцов? Напишите мне в комментариях. Фарш готов, его нужно посолить и поперчить. Затем фарш хорошо вымешиваю. И только потом добавляю остывший рис. Перемешиваю аккуратно, чтобы не сильно давить рис. И еще в фарш я добавлю немного воды, примерно 100 мл, чтобы он стал более жидким. Фарш готов, он пахнет просто обалденно. У меня на канале есть еще один рецепт голубцов. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Теперь приготовлю заливку. Нарезаю кубиками лук. Морковь натираю на крупной терке. Чеснок раздавлю ножом и довольно крупно порублю. У меня еще остался кусочек сладкого перца и немного сельдерея. Это я тоже нарежу и положу в соус для вкуса. Разогреваю растительное масло, отправляю в сковороду лук и морковь. Обжариваю минут 7 на средней мощности. Затем отправляю в сковороду томаты в собственном соку, нарезанные кусочками. Если томатов нет, то добавьте томатный сок и немного томатной пасты. Но с томатами получается вкуснее. Добавляю также немного воды. Я добавила примерно полстакана. Можно добавить чуть больше или чуть меньше. Так вы регулируете густоту соуса. Соуса должно быть довольно много, чтобы все голубцы были им покрыты. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Провариваю томатную заливку минуты 3. Затем добавляю сахар, примерно столовую ложку. Сахар нужно добавлять обязательно, просто его количество может отличаться. Все зависит от сладости ваших томатов. Теперь специи: соль, перец, сушеный базилик и немного молотого лаврового листа. Можно, конечно, и целый положить. Пробую соус на вкус. Если чего-то не хватает, добавляю. Теперь сметана. И осталось добавить чеснок, сельдерей и перец. Провариваю все вместе пару минут, и заливка готова.
Если вы любите блюда из фарша в духовке, то у меня на канале есть еще один вкусный рецепт. Это тефтели в сливочном соусе. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Сегодня я готовлю голубцы из молодой капусты. Верхние листья я убираю. Вырезаю кочерышку, а качан опускаю в горячую подсоленную воду ненадолго. Только для того, чтобы листья можно было отделить, не поломав их. Так как капуста молодая, ее очень важно не переварить. Если вы любите, чтобы капуста была плотная, то больше листьев в горячей воде не держите. Если же любите помягче, тогда просто не снимайте кастрюлю с печки и проварите листья по минутке до готовности. Я сначала сниму все листья с капусты, а затем закину их в кипяток еще ненадолго. Таким образом я подготовила 2 капусты. Верхние большие я разделяю на 2 части, вырезав жесткую серединку. Те листочки, которые в середине и поменьше, я не разрезаю, а ножом срезаю толстые прожилки. И чтобы лист стал еще более податливый, можно отбить совсем немного его плоской стороной молоточка. Если вы любите блюда из фарша с рисом, то у меня на канале есть рецепт ароматного супа с фрикадельками. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Раскладываю лист капусты, ложкой набираю фарш и начинаю закручивать голубцы. Подворачиваю края с 2 сторон и сворачиваю трубочку. Готово. Вот такие голубчики получаются. Закручиваю все остальные. Я, как всегда, готовлю блюдо с таким расчетом, чтобы часть полуфабрикатов заморозить. Из данного количества фарша у меня получилось 33 голубца. Запекать я их буду вот в такой форме. Выкладываю немного соуса. Сверху распределяю голубцы. Я голубцы перед запеканием не обжариваю. Оставшиеся голубцы перекладываю вот в такой лоток, закрываю пищевой пленкой и убираю в заморозку. А когда мне понадобится, я их разморожу, сделаю соус и запеку в духовке или отварю. Заливаю соусом голубцы и отправляю их в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Вот такие голубцы получились. Сочные, вкусные и очень ароматные. Дополнительно при подаче поливаю их сметаной. Для приготовления таких аппетитных голубцов мне понадобилось 2 средние капусты весом примерно 1,5 килограмма, 500 граммов говядины, 500 граммов свинины, 300 граммов лука, 1 сладкий перец, 2 черешка сельдерея, 100 граммов риса и 200 мл воды для варки риса, соль и перец. Для соуса 500 мл томатов в собственном соку, 120 граммов сметаны, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка сахара, соль, черный перец, лавровый лист и сушеный базилик. И вот такие вкусные, ароматные и сочные голубцы получились. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из фарша смотрите в этой подборке. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!